Привет всем! Привет, друзья! Это Макс, и это мой первый стриминг на YouTube. Да, это мой первый стриминг. И сегодня наш топик – это мой книжный клуб, вернее, наш книжный клуб. Многие из вас написали, что вам интересна моя идея о создании такого книжного клуба, да, Book Club. И я решил начать сегодня. Я решил начать прямо сейчас. Сегодня я вам немного расскажу про саму идею, да, про идею книжного клуба. И мы начнем читать книгу. Да, мы начнем читать первую книгу вместе с вами. К сожалению, я хотел сделать это видео с помощью моей камеры, которую я использую для моих видео. Вот это моя камера, это Canon G7X. Но с помощью нее я не могу делать стриминги. Она не позволяет мне делать стриминги. Поэтому качество видео не очень хорошее сейчас. Но в будущем я куплю новую и хорошую камеру, и я надеюсь, качество будет намного лучше. Итак, первое, что я бы хотел, о чем я хотел бы вам рассказать, это для кого этот книжный клуб? Для кого? Для кого? Для кого я это делаю? И этот книжный клуб для людей, ну, наверное, уровня, так скажем, intermediate, да, среднего уровня, потому что, конечно, вы будете читать короткие рассказы, короткие истории на русском языке. То есть вы должны немного понимать русский язык. Да? Второй момент – это какая моя роль в этом, что я буду делать. Да? Первая вещь – это я хочу вас мотивировать. Я хочу вас мотивировать на чтение русских книг, да, на чтение книг на русском языке. Ну, примерно вот так. Вот тебе книга, читай, давай, читай. Потому что я думаю, что чтение на иностранном языке это очень-очень полезная вещь. Почему это полезно? Зачем нужно читать на иностранном языке? Ну, во-первых, это даст вам, это расширит ваш словарный запас. То есть вы можете расширить то количество слов, которое вы знаете, да. И также, когда вы читаете книгу, да, вот у меня здесь есть книга, это книга. Когда вы читаете книгу, вы автоматически усваиваете и вы учите конструкции, которые очень часто используются. Поэтому я считаю, что это очень важно. И моя задача – это объяснять вам новые слова, да, то есть объяснять вам слова, и я вам расскажу общую концепцию, общую идею, главную идею
книги, да. Сегодня мы начнем читать книгу «Три поросенка», да, вот она, «Три поросенка», но текст будет онлайн, да, я не буду читать книгу здесь, текст находится на веб-сайте онлайн, и я его сейчас, я пришлю ссылку на этот текст, сейчас я ее скопирую. Так, как я могу отправить сообщение в чат? Пам-пам-пам-пам-пам. Может быть, я не могу отправить. О, отлично. Отлично. О, я даже вижу сообщение Марко. Марко пишет: «Привет, Макс». Привет, Марко. И еще Мекапраткс. Сори, я не знаю, как правильно произнести это имя, но привет тебе тоже и спасибо. Итак, вот эта ссылка на книгу, которую мы сейчас будем читать. Но сначала я хочу вам рассказать, как можно читать книги. Вообще есть два способа, да, два подхода, две концепции, как читать книги. Да. И первый способ – это вы читаете книгу, да, вы открываете книгу, вы читаете книгу, и вы пытаетесь понять каждое слово. Да, вот, да, например, первое слово, второе, третье, четвертое. Каждое слово вы пытаетесь понять. Если вы не знаете слова, что такое цыпленок? О, цыпленок. Я не знаю, что такое цыпленок. Мне надо посмотреть в переводчике, да, или в словаре. Это первый способ, когда вы хотите детально, очень конкретно понять историю или книгу, или рассказ. И второй вариант, второй путь, вторая концепция, да, второй подход – это когда вы просто… Дэн пишет: «Hi, Макс». Привет, Дэн, привет. Второй способ – это читать и пытаться понять только суть, только основную идею. То есть вы берете книгу, вы начинаете ее читать, и я не знаю этого слова, я не знаю этих слов, но я понимаю общую концепцию, я понимаю общую идею, да, идею этого параграфа, идею этого абзаца, этого куска текста я понимаю. И все это окей, это достаточно. Вам главное понимать концепцию. О, Али пишет: «Привет, Макс». Привет, Али, привет. Вот, поэтому два способа. Я вам советую, я вам рекомендую не смотреть каждое слово в Google Translate или в словаре, не надо. Просто пытайтесь понять общую концепцию. Хорошо? Так. Дальше. Каждое аудио из нашего бук-клаба, да, из нашего книжного клуба, каждое аудио будет доступно в моем подкасте, да, мой Comprehensible Russian Podcast. Вы можете не только смотреть, но и потом послушать это аудио. Я считаю это очень важно, чтобы вы слушали несколько раз что-то. Вот. О, отлично. У нас новые люди появляются. Билли. Билли, привет. Билли, как дела твои? Вот. Поэтому в подкасте вы услышите аудио. И аудио будет хорошего качества. Отличного качества. Ладно. Собственно, последняя вещь – это
Это мой первый опыт. Это тест, да, это тест моего книжного, простите, клуба, тест, да. И я не знаю, что вам будет лучше, что будет лучше для вас, что вам больше поможет, что вам понравится, а что вам не понравится. Поэтому давайте делать этот книжный клуб вместе, окей? Все вместе. Дэн, Али, Билли, Джоанна, привет, Джоанна, привет, Машган, Машган. Простите, ребята, мне сложно произнести имена правильно иногда, но привет, привет, привет всем. Поэтому давайте вместе создавать этот книжный клуб. Итак, сегодня, да, вы напишите мне в чат, вы видите ссылку, которую я вам кидаю? Вы видите эту ссылку? http://www.planetasказок.ru. Вы видите эту ссылку, да или нет? Напишите плюсик в чат, поставьте плюс в чат, если вы видите эту ссылку. Отлично, отлично, да, все видят эту ссылку. Супер, это наша история, это наша первая история. Эта история называется, как я уже сказал, «Три поросенка». Три поросенка, да, тут посмотрите, три поросенка. И почему я выбрал этот рассказ? Почему? На самом деле есть две причины. Даша присоединилась к нам из Real Russian Club. Привет, Даша, привет, Рами, привет, Vertex, Али и Рами, и Танер, и все остальные. Привет, привет. И Эдвард тоже привет. И Стефан, привет. Да, ты прав, твое имя проще, Стефан. Вот. Итак, откройте этот. Вы можете сейчас открыть или вы можете сейчас послушать мое объяснение этого рассказа и потом уже прочитать этот рассказ самостоятельно. Итак, для тех, кто только что присоединился, я еще раз скажу. Сейчас мы будем читать книгу, читать на русском языке. Итак, «Три поросенка». Это старая английская сказка, старая английская история. Но, как вы знаете, очень часто старые истории или сказки, да, fairy tales из, например, Англии, они заимствуются другой страной, например, Россией, да, то есть мы берем английскую сказку себе, но мы ее немножко трансформируем, мы ее меняем, да, то есть, какие-то изменения есть в этой тормозит видео. Так, Даша говорит, что у нее тормозит видео. Друзья, напишите мне, у вас тормозит видео или не тормозит? Видео хорошо работает или плохо? Поставьте, пожалуйста, минус, если вы плохо меня видите, и плюс, если видео хорошо работает. Ага, окей, ладно, поехали. плюс. Отлично. Спасибо всем. Спасибо, друзья. Итак, поехали. Я открываю текст. Итак, значит, «Три поросенка». Часть первая. Сегодня мы возьмем маленькую часть этой сказки. Маленькую часть. И я не буду читать весь текст слово в слово. Я не буду это делать. Но я буду брать каждый параграф, да, один параграф, потом
второй параграф, и объяснять те слова, которые там есть. И также я буду, также я буду общую концепцию и общую идею параграфа рассказывать. Все, поехали. 3 поросенка, часть 1. Итак, жили-были на свете 3 поросенка. Они были братьями, то есть 3 брата. Они были одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. И имена у них были тоже одинаковые. Они были похожие, их имена. Как их звали? Да, вы знаете. Их звали Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Да? То есть имена были похожие. И что такое жили-были на свете? Во-первых, жили-были – это стандартное начало русских сказок. Почти каждая сказка, да, если вы посмотрите, она будет начинаться со слов «жили-были». Это сказка. Следующая сказка тоже «жили-были». Это как в английском once upon a time, there were 3 little pigs и так далее. Дальше. Жили-были на свете 3 поросенка. Свет имеет 2 значения. Первое – это дневной свет, да, вот вы сейчас видите свет. А второе значение – это мир. Это мир, весь мир, да, все страны, наша планета Земля. Вот, и жили-были на свете, значит, жили-были на планете в этом мире. Итак, 3 поросенка, 3 брата, да, и какие они были? Они были одинакового роста, они были кругленькие, да, то есть форма поросенка, он был круглый, и розовый. Розовый – это, конечно, цвет лица, да, они были розовые. И у них были одинаковые хвостики, да, хвостик. Хвостик – это задняя часть поросенка, да, вот, например, здесь у лисы есть хвост, да, вот это хвост, и у поросят тоже есть хвостики. Хвост – это обычное слово, и хвостик – это уменьшительно-ласкательное слово. Это означает, что, ну, как, например, есть кружка, а есть кружечка, да, кружка и кружечка, вот, то есть что-то маленькое, что-то мы говорим с любовью, вот. Дальше. Да, ребят, я сейчас не смотрю в комментарии, да, я вижу книжку. О, Даша говорит, что там можно шерить экран прямо в эфире. Сейчас посмотрим, как я могу шерить экран. Так, как это сделать, чтобы вы тоже видели книгу? Так, Даша, скажи мне, как сделать, чтобы все видели книгу, чтобы все видели мой экран? Ну, окей, я не знаю, сейчас давайте без этого. В следующий раз я попробую расшарить, да, мой экран. Нет, Даша, я через Google Live, через YouTube Live. Ну, окей, в следующий раз я покажу вам текст. Хорошо? Сейчас без текста, просто послушайте. Окей, итак. 3 поросенка. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф. Розовенькие, круглые. Отлично. Дальше. Было лето. Да, было лето. И что делали эти 3 поросенка летом?
Они кувыркались в зеленой траве. Они грелись на солнышке. Они нежились в лужах. Да? То есть они развлекались. Поросята кувыркались. Кувыркались от слова кувырок. Это такой акробатический трюк, когда ты делаешь вот такое действие. Да? Ты прыгаешь и переворачиваешься. Это кувырок. И поросята кувыркались в траве. Они грелись на солнышке, нежились в лужах. Нежились означает получать удовольствие. То есть лето, круто, вау, тепло, хорошо, поросята радуются, отлично. Но наступила осень. Да? Мы знаем времена года. Это зима, да, вот сейчас зима, потом идет весна, потом лето и потом осень. Да, 4 времени года. Так вот, наступила осень. Осень. Холодное время года. И Наф-Наф сказал, нам пора подумать о зиме. Да? То есть Наф-Наф решил подумать о будущем, потому что сейчас лето, вернее, уже осень, сейчас осень. А что будет зимой? Как жить зимой? Зимой очень холодно. О! Итак, Наф-Наф решил подумать о зиме. И он предложил своим братьям построить дом. Да? Он сказал, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, давайте построим дом. Один большой дом. И будем жить там вместе. Мы будем там зимовать. Да, зимовать. Это глагол «зимовать» означает пережить зиму. То есть скоро зима, я хочу, чтобы мне было тепло, чтобы мне было хорошо, поэтому я хочу что-то сделать, да, перезимовать, то есть пережить зиму, потому что зима в России – это суровое время года, холодное и так далее. Окей. И его братья Наф-Нафа, они не хотели браться за работу. Что значит браться за работу? Брать глагол. Вот, это брать. Я беру книгу. И браться за работу, это абстрактное понятие, означающее начать делать работу. Его братья не хотели браться за работу. Они не хотели делать ничего. Они не хотели начинать работу. О, какие братья. Что они говорили? Успеется. До зимы еще далеко. Мы погуляем, мы покувыркаемся, мы понаслаждаемся жизнью, а потом будем строить дом. Да? То есть поросята сказали «успеется». Успеть сделать что-то означает сделать что-то вовремя. Сделать что-то вовремя, сделать что-то, когда это нужно. Да? То есть успеть построить дом до зимы, да, означает построить дом до зимы, то есть сделать это фактически. Но Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, они были ленивые, да, они не хотели заниматься строительством дома, они не хотели строить дом. Ну, окей, тогда Наф-Наф был такой суровый поросенок, мудрый, суровый поросенок, он сказал: тогда я
сам построю себе дом. Я сам себе построю дом. Без вас. Уходите. Молодец, Наф-Наф, молодец. Итак, что произошло дальше? Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, они не торопились. Да? То есть они не хотели успеть построить дом. Они хотели просто играть, да, в книжке здесь говорится, они играли в свои поросячьи игры, да, игры поросячьи. Поросячьи здесь прилагательное. То есть они делали то, что делают поросята, да, да, играли в поросячьи игры, прыгали и кувыркались. Вот. И они говорили: сегодня мы погуляем, а завтра мы возьмемся за дело. Сегодня мы погуляем, а завтра возьмемся за дело. И взяться за дело означает браться за работу. Да? Брать или взять – это два похожих слова, да, то есть взяться за дело означает начать делать, да, взяться за дело, взяться за работу, браться за дело, браться за работу, да, начать действовать, черт побери. Но поросята были, они не хотели браться за работу. И каждый день поросята говорили: ой, нет, сегодня я не хочу это делать, я сделаю это завтра. Да. Каждый день они откладывали работу. Каждый день они откладывали работу. Но что происходило? С каждым днем становилось все холоднее и холоднее, да, то есть сегодня холодно, завтра холоднее, послезавтра еще холоднее, послезавтра еще холоднее и так далее, да, то есть становилось все холоднее, зима близко, да, так вот, и только тогда, когда поросята увидели лужу, да, которая замерзла, они начали браться за работу. Да. Я вам сейчас, может быть, даже покажу эту лужу. Что такое лужа? Да, вот это лужа. И становилось холоднее, и лужа, она замерзла, да, превратилась в лед превратилась. И в книжке говорится, она покрылась тоненькой корочкой льда. Тонкая корка льда. То есть представьте себе, я сейчас вам покажу, у меня здесь есть все, чтобы показывать лужи. Вот вода, да, вода. И сверху лужи была корочка, то есть не вся глубина, не вся вода замерзла, а только сверху, да, здесь лед, а здесь буль-буль-буль вода. Тонкая корочка льда на луже. И Ниф-Ниф и Наф-Наф взялись за работу. Наконец-то, ура! Наконец-то! Что сделал Ниф-Ниф? Ниф-Ниф был ленивый, да? Ниф-Ниф был очень ленивый. Он не хотел долго работать и много работать. Поэтому Ниф-Ниф, да, решил, что проще
и скорее или быстрее. Проще всего сделать дом из соломы. Да, солома. У меня есть картинка соломы. Да, проще всего сделать дом из соломы. Вот это солома. Это дом, видите, ниф-ниф. В книжке есть слово «смастерить». Смастерить дом из соломы. Что значит смастерить? Смастерить означает сделать, да, сделать, смастерить. И Ниф-Ниф ни с кем не советовался. Он не спрашивал никаких, он не просил рекомендаций. Да? Наф-Наф, скажи мне, как сделать дом? Нуф-Нуф, посоветуй мне, как сделать дом. Нет, Ниф-Ниф не советовался ни с кем. И он сделал дом из соломы. Он был очень довольный, да, Ниф-Ниф был доволен. Да, я сделал дом, я сделал свой дом. Вот, посмотрите, это мой дом. Видите, Ниф-Ниф очень доволен, он рад, ура! И он запел песенку, он запел песню. Ну, я не знаю, смогу ли я спеть, но давайте попробуем спеть эту песню. Хоть полсвета обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Это песня Ниф-Нифа. То есть Ниф-Ниф говорил, если ты обойдешь, да, то есть ты будешь идти вокруг нашей планеты, да, мы говорили, свет означает наш мир или наша планета, и пол света – это половина, да, нашей Земли. И если ты обойдешь половину света, то есть половину мира, то ты не найдешь дома лучше. То есть Ниф-Ниф говорил, что мой дом самый лучший, мой дом лучше, чем остальные дома. Да, он пел и радовался. Окей, он пел песню, и он пошел к Нуф-Нуфу. Да, к Нуф-Нуфу. В книге говорится, он направился к Нуф-Нуфу. Он пошел к Нуф-Нуфу или направился к Нуф-Нуфу. Это похожие слова, да, вот Ниф-Ниф идет к Нуф-Нуфу. Он направился к Нуф-Нуфу. А Нуф-Нуф не вдалеке, то есть недалеко, тоже строил себе дом или домик, да, большой дом, маленький домик. И Нуф-Нуф, он решил, что дом из соломы – это не очень хорошо. Он решил, что дом из соломы очень холодный, да, что зимой в таком доме очень-очень холодно, да. Поэтому Нуф-Нуф решил построить дом из веток и прутьев, да, так, где у нас ветки? Вот, это ветки, а вот это прутья, да, прутья, вот, дом из веток и прутьев. То есть это части деревьев, да, это части деревьев. И Нуф-Нуф решил, что такой дом будет теплее. И на крышу, да, на крышу дома, это крыша дома, да, вот дверь, вот крыша. На крышу дома он положил, да, или мы говорим навалил, в книжке используется слово навалил.
сухих листьев. Да, вот посмотрите, сухие листья на крыше. Он принес сухих листьев. И Нуф-Нуф сделал дом. Затем он с гордостью обошел дом, да, обойти дом, обойти. Это значит идти вокруг дома. Обошел дом, и он сделал это с гордостью. Гордость – это классное слово. Гордость означает, что ты гордишься, то есть ты что-то сделал, и тебе это нравится. Ты чувствуешь, что ты хорош, что ты великий, что ты прям вот такой, да? Ты гордишься. Глагол «гордиться». Ты гордишься собой, да? Или ты с гордостью идешь, да? Я иду с гордостью. Вот, и Нуф-Нуф с гордостью обошел дом несколько раз и запел песню. Он запел, да. Поросята любят петь. Вообще в русских сказках и вообще в сказках очень часто персонажи сказок любят петь, да. Ну, это такая особенность фольклора, да, особенность фольклора, песни. Итак, я вам сейчас ее спою. У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром. Итак, у меня, говорит Нуф-Нуф, у меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Прочный означает, что ты не можешь его сломать, да, он прочный, прочный дом, его не сломать. И Нуф-Нуф говорит, что мне не страшен дождь и гром. Да, мне не страшен, то есть я не боюсь дождя и грома. Окей. И к нему тут же подошел Ниф-Ниф. Итак, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Вот они вместе. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Нуф-Нуф построил дом. Ниф-Ниф посмотрел на этот дом и сказал: «О, да, ура! Мы сделали себе домики, мы сделали себе дома. Вау! Классно, 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 классно! Все, работа закончена, теперь мы свободны». Да, они построили дома, они свободны. Можно отдохнуть, можно попить чаю. И все. В книжке говорится: мы можем делать все, что нам вздумается. Все, что вздумается. Отличная фраза, отличная. Она означает, что ты хочешь делать все, что приходит тебе в голову. Да? Например, я хочу попить чаю, да, я хочу попить чаю. Окей, я пью чай. Я хочу почитать книгу. Окей, я читаю книгу. Я хочу пойти на улицу. Я иду на улицу. Я делаю все, что мне вздумается, все, что придет в мою голову. Окей, что было дальше? Что было дальше? Дальше два поросенка, Наф-Наф и Нуф-Нуф, они пошли к Наф-Нафу. Вернее, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф пошли к Наф-Нафу. Да, они пошли к Наф-Нафу. Ля-ля-ля-ля-ля. Они хотели посмотреть, какой дом построил себе Наф-Наф, да? Ведь смотрите, еще раз, Ниф-Ниф
построил дом из соломы. Нуф-Нуф построил дом из веток и прутьев, да, то есть из дерева. А какой дом построил себе Наф-Наф? Какой дом? О! Они пошли к Наф-Нафу. А Наф-Наф несколько дней, да, он был занят строительством. То есть он строил свой дом несколько дней. Несколько дней он был занят, да, он делал что-то. Чем Наф-Наф был занят? Постройкой дома. Постройкой дома. И как Наф-Наф строил дом? Давайте посмотрим так. Как он строил себе дом? Как он строил себе дом, себе дом, себе дом. Вот так. Наф-Наф натаскал камней, да, камни. Что такое камень? Камень – это, ну, пам-пам-пам-пам, вот, это камни, да, вот здесь вы можете посмотреть, это камни, вот это камни. И Наф-Наф натаскал камней. То есть это значит, что он тащил камни. Он притащил один камень, затем он притащил второй камень, затем притащил третий камень. Он таскал камни, он долго таскал камни и натаскал камней, да, натаскал большую кучу камней. Второе, что сделал Наф-Наф. Второе, Наф-Наф намесил глины. Что такое глина? Глина – это типа цемента, да, это то, что мы используем, когда строим дом. То есть мы берем один камень, мы накладываем цемент, да, сейчас все используют цемент, мы накладываем цемент, затем второй камень, затем цемент, третий цемент, да. Но раньше вместо цемента использовали глину, да, глина. Это то, что находится в земле. И Наф-Наф строил свой дом долго. Он не торопился, он не спешил. Он хотел сделать хороший дом. Наф-Наф, смотрите, какую дверь Наф-Наф себе построил. Вот, здесь есть дверь, да. Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь, да, тяжелую дубовую дверь. Что значит тяжелая, да, тяжелая? Тяжелая. Это кружка легкая, а эта книга тяжелая, да, она тяжелая. Кружка легкая, книга тяжелая. Так вот, тяжелая дубовая дверь. Дуб – это дерево, да, дуб – это дерево, вот примерно так выглядит дуб, да, то есть дверь была сделана из дерева. Из какого дерева? Из дуба. Она была дубовая. И более того, на этой двери был засов, да, вот он, это засов, да, чтобы закрыть дверь и чтобы волк не пришел и не смог забраться в дом. Да, волк не смог забраться в дом. Для этого нужен засов. И, друзья,
Что произошло дальше? Дальше поросята Ниф-Ниф и Нуф-Нуф спросили Наф-Нафа: что ты делаешь? Что ты делаешь? Это так долго, это так сложно. Да, смотрите, сколько работы, ой, у Наф-Нафа, да. Наф-Наф, что ты делаешь? Зачем? Ты строишь дом или ты строишь крепость? Да, дом или крепость? Что значит крепость? Ну, крепость это типа замка, да, это место, где, которое очень укрепленное, да, это, например, в Петербурге есть Петропавловская крепость, да, или если вы посмотрите на королей, да, например, король, королева, они живут в замке, да, это большой дом, такой большой, огромный, и вокруг дома есть крепость, да, то есть это такое крепкий дом, очень надежный, очень прочный дом, очень крепкий, да, крепость. Так вот, поросята спросили: что ты строишь, крепость или дом? Крепость или дом? И что ответил Наф-Наф? Что он ответил? Наф-Наф ответил: дом поросенка должен быть крепостью. Дом поросенка должен быть крепостью. То есть, если я хочу построить дом, то дом должен быть хороший. Ниф-Ниф и Наф-Наф, они посмеялись. Ха-ха-ха-ха-ха, что это за дом? Зачем такой сложный дом? Зачем столько времени тратить на этот дом? Ну, Наф-Наф, зачем? И они смеялись над ним. Они смеялись. Ха-ха-ха-ха-ха. И Ниф-Ниф спросил: Наф-Наф, ты хочешь с кем-то воевать? Да, воевать. Воевать означает вести войну. Вести войну. То есть, да, этот глагол означает воевать. Поэтому, да, в общем, на этом мы заканчиваем первую часть, друзья, потому что я хочу, чтобы это видео не было очень долгим, да, оно и так уже длится около 50 минут. Вот, сейчас я хочу немного почитать ваши комментарии, посмотреть, есть ли какие-то вопросы. И если вы хотите меня сейчас спросить, задать мне какой-то вопрос, то пишите в чат. Я сейчас отвечу на несколько ваших вопросов. Давайте посмотрим. Итак, так, Даша, отлично, много людей присоединилось. Джон, Вишал, Лин здесь, и Катя здесь, Генри, Диего, кто-то с корейским именем, но я не могу прочитать корейский язык, извините. О, привет из Турции, Фатих пишет. Привет, Фатих, привет, Турция. Так. Катя из Life Russian спрашивает: ты стал китайцем, пьешь из каких минискюльных кружек? Я не знаю, что значит минискюльных. Это может быть какой-то диалект или какой-то... Это новое для меня слово. Наверное, это означает маленьких и миниатюрных. Да, у меня есть целый чайный набор. Вот он выглядит примерно вот так. Вот. И здесь есть чай и все остальное. Вот так Макс пьет чай. Но
В следующий раз я думаю, что я буду пить чай и читать книгу одновременно. Это французское слово. Французское слово. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Вот. Если у вас будут какие-то идеи, то пишите мне в комментариях под этим видео. Так, Али пишет: мне нравятся более серьезные сказки, но очень интересно рассказываешь, поэтому я досмотрел до конца и узнал несколько слов. Да, Али, мне тоже нравятся серьезные сказки, мне нравятся серьезные топики, но для первой книги я выбрал эту простую историю, эту простую сказку, потому что это тест, да, это мой первый опыт, да, первый мой лайв-стриминг, поэтому я выбрал эту историю. Вы можете предлагать какие-то книги или рассказы, да, что бы вы хотели почитать. Я думаю, что этот формат, да, формат книжного клуба я буду все равно менять. Я буду что-то пробовать, что-то менять, что-то я буду, может быть, перестраивать полностью, да, то есть посмотрим, поглядим. Спасибо всем большое, друзья, спасибо, до встречи в следующем книжном клубе. Я не знаю, как часто я буду его делать. Может быть, 1 раз в неделю, может быть, 1 раз в 2 недели, может быть, 1 раз в месяц, я не знаю. Ну, наверное, может быть, 1 раз в 2 недели. Вот. До скорого. Да, Вертекс, до скорого. Всем ребятам, всем пока-пока и до встречи в следующем ролике. Пяу.